Привет! Концовки в Джоджо всегда являлись довольно горячей темой для обсуждения. Многим искренне нравится каждая, другим же нравятся далеко не все. И в данном ролике я как раз хочу затронуть одну из самых поистине спорных концовок во франшизе, а именно арку High Voltage. Да, ту самую арку с альтернативной версией Диего и затесавшимся поблизости The World, идущую сразу после монументального сражения Джонни и Фанни Валентайна. Многие взаправду считают ее обычным фан-сервисом от Араки, не несущим какого-то особого смысла и рушащим эффект от упомянутой битвы Фанни и Джонни. Но я считаю совершенно иначе, об этом и пойдет речь. Для начала же небольшой сюжетный экскурс. Находясь под неизбежной атакой Task Act 4, Фанни Валентайн активно прыгал по разным вселенным, пытаясь от него спастись, но в какой-то момент пришел к осознанию, что победить и выжить ему уже не удастся, предприняв достаточно интересное решение. Он решил отыскать того, кто сумеет закончить его миссию за него, и этим человеком оказался альтернативный Диего Брандо. Ему президент и поручил перехват Святого Трупа и его доставку под надежную охрану в бункер. Честно говоря, довольно иронично, что выбор Фанни пал именно на него, учитывая события, приведшие к смерти оригинального Диего. Он погиб в результате стычки с Валентайном. Но, полагаю, это отличный показатель восхищения президента своим врагом. Ведь этим поступком он признал его настойчивость и целеустремленность. Перемещаясь же немного вперед, Фанни, несмотря на свои попытки одурачить Джонни, был неминуемо повержен. И, казалось бы, на этом все. Джонни победил. Президента больше нет, и Святой Труп на месте. Или же нет? Как раз таки трупа на месте и не оказалось. Он был украден тем самым альтернативным Диего, перемещенным Фанни в основную вселенную. С этого момента и начинается сюжет данных глав. Джонни отправляется в погоню за неизвестным похитителем, тем самым возвращаясь в гонку. Со значения данного события и предлагаю начать. Хронологическое расположение данной арки и является одной из основных претензий к этой истории. Но ответьте лично для себя, получилось ли бы концовка седьмой части настолько же сосредоточенной и закрытой, забей Араки на аспект гонки под самый конец? А именно это бы и произошло, ведь Джонни изначально не был в ней искренне заинтересован, участвуя по сути ради возможности начать ходить заново. И очевидно, после битвы с Валентайном у него действительно не было бы причин продолжать, если бы не кража трупа. В общем-то, ответ на мой вопрос напрашивается сам. Дать тянувшейся с самого начала гонки завершение и вернуть в нее Джонни было принципиально важно. Что очень сильно нравится мне, выбранный Араки способ осуществить вышеупомянутые цели, кажущийся многим просто неуместным фан-сервисом, действительно имеет смысл и логически обусловлен. Ведь только так Валентайн бы и поступил, на случай своего наиболее вероятного поражения, сделав все возможное для того, чтобы труп оказался в безопасном месте и, следовательно, на стороне Америки. И это еще не говоря о том, что введение в историю Диего из другого мира очевидно обосновано способностью D4C. Говоря о чем довольно иронично, что арка, по сути, произошедшая благодаря стенду Валентайна, так же как и он, отсылается на группу AC/DC. High Voltage, как и Dirty Deeds Done Dirt Cheap, является их песней. Благодаря этому и создается, хоть и не очевидная, но все же неплохая преемственность. Думаю, это первое, что приходит в голову, когда кто-то вспоминает о данной истории, но я не любитель начинать с очевидного. Да, Араки решился вернуть чертов The World. И при первом прочтении, честно, я не сразу смог отойти от шока. И даже не представляю первую фанатскую реакцию на данное решение в далеком 2010 году. Но все же, считаю ли я камбэк столь культового стенда фан-сервисом? Отчасти, но не фан-сервисом бессмысленным, как считают многие. Ведь посудите сами, стенд оригинального Диего на протяжении всего Steelball Run даже не является его собственным. Он перенял его от доктора Фердинанда. В отличие от большинства стендаюзеров данной части, он не попадал в ладонь дьявола, дарующую способности. Диего украл Scary Monsters, а не пробудил его. Так что вполне возможен и тот вариант, что The World — истинный стенд Диего, который, к сожалению, в оригинальном мире ему так и не довелось в себе открыть.
Ни в коем случае не подумайте, что я воспринимаю Диего и Дио как одного персонажа. Между ними определенно имеются свои различия, но для данной арки они оба репрезентируют одно – некий единый образ Дио, для которого эта арка и служит идеальнейшим концом. Ибо будем честны, тем, что это финальное появление Дио как образа в рамках всей франшизы, Араки скорее всего и руководствовался. На это указывает буквально все. Нетипичное для нашего мангаки возвращение чего-то из прошлого в виде The World, являющегося очевидно фундаментальной частью образа Дио. Поведение самого Диего, более близкое именно его собрату из первой и третьей частей, его трюки с ножами и прочее. И, конечно, охрененная параллель с оригинальной вселенной, о которой поговорю уже совсем скоро. В общем, настоящий подарок для фанатов самого культового злодея в Джоджо и определенно его красивое последнее появление. Возвращаясь к упомянутой параллели, я имел в виду связь данного сражения с Фэнтом Бладом и в какой-то степени со Стардастами. Вдумайтесь сами, концовки всех трех упомянутых частей — это битвы с Дио. Вражда Джостеров и Бранда настолько вечна, что умудрилась просочиться даже во вселенную Steel Ball Run. Однако, по сути, какого-то разрешения вражды Джонни и Диего оригинального мы так и не получили. Она просто периодически всплывала на протяжении всей седьмой части, и казалось, что все это к чему-то ведет. Но нет, финальным сражением основного Диего стала битва с Валентайном. Да, она получилась великолепной, но однозначно отобрала у нас возможность получить логическое завершение конфликта Бранда и Джостера данной части. Что Араки и сумел исправить как раз таки в этих главах, хоть и Диего технически не тот же самый. Но в сложившихся условиях это правда было единственным способом логично завершить данное противостояние, без прибегания к какому-то абсурду по типу воскрешения разорванного на две части Диего основного. И как же одновременно грустно и символично, что, подобно Джонатану из первой части, Джонни также не смог победить свою вариацию Дио. Полагаю, это просто судьба Джонатана, независимо от разницы во вселенной. Другим немаловажным плюсом высокого напряжения является и разрешение другого, не менее значимого конфликта седьмой части – конфликта Джонни со своим отцом. Джордж всегда был невероятно строг в отношении Джонни, но хуже всего ситуация обострилась после смерти его старшего брата Николаса. Отец был опечален настолько, что никак не мог отпустить случившееся. Кульминацией этого стало буквальное сражение за старые сапоги погибшего брата, которые Джонни из-за неимения альтернативы хотел надеть на важное соревнование. В результате этого он и был вынужден покинуть свой дом после ужасных слов отца. Что же произошло в данной истории, так это признание Джорджем своих ошибок. Так он встретил Джонни в Нью-Йорке во время финальной дистанции Steel Ball Run, размахивая ботинками Николаса в качестве безмолвного жеста примирения, а после этого вдобавок и публично извинившись перед сыном. Невероятно эмоциональный и красивый момент, в очередной раз доказывающий, что данная арка намного больше, чем обычный фан-сервис. Ну и не могу не затронуть тот самый момент с Диего, прикрывшимся толпой фанаток. Ту самую сцену, в которой Джонни ненароком то ли убил, то ли подверг бесконечному вращению двух из них. Во-первых, назвать это стопроцентной виной именно Джонни просто неправильно, ведь нам было показано, что он ориентировался лишь на звуки копыт лошади Диего. Уже направив атаку Таска, он не мог предвидеть того, насколько жалкий способ защиты предпримет его противник. Все, на чем он был сосредоточен, это желание раз и навсегда одолеть Диего, так что винить Джонни в случившемся просто глупо. Ну и во-вторых, даже столь ужасная сцена умудряется сделать Джонни Джостера еще более противоречивым и морально серым персонажем, чем он и так казался до этого. Но это совсем другая история. Ну а напоследок хочется отметить, что вдобавок ко всем перечисленным плюсам данная арка является просто-напросто отличной битвой. Это действительно одна из самых сбалансированных битв во франшизе с точки зрения сил противоборствующих стендов. Да и сам концепт стенд-битвы на лошадях, одновременно являющийся кульминационным финалом не только всей гонки, но и по сути 24-летней вражды Джостеров и Бранда невероятно крут. Ну а на этом все. Надеюсь, что я смог грамотно передать свои мысли касательно этой арки и объяснить, почему я считаю, что High Voltage достойный конец Steel Ball Run. В очередной раз благодарю за просмотр и подписку, и до скорого.